Приветствую вас, зрители канала. Сегодня на обзоре у нас серия стартовых кораблей второго размера от компании Drake Interplanetary, серия Cutter. Это одноместные многофункциональные корабли, предназначенные для различного спектра задач, от перевозки грузов до разведки. Данный обзор будет основан на базовой версии всей серии, которая заслуженно обрела очень большую популярность у игроков. Оно и понятно, соотношение цены и возможностей корабля по сравнению с другими конкурентами очень привлекательное. Помимо цены есть одна очень приятная особенность, которой не обладают некоторые конкуренты по цеху, но об этом чуть позже. Базовая версия продается на планете Лорвель в столице. Стоит 675 тысяч альфа-уеков. Не забывайте про лайк, подписку и комментарии под видео, это важно. А также про поддержку на Бусти и Патреоне. Собственно, именно благодаря подписчикам на Бусти и Патреоне я и смог приобрести одну из этих моделей кораблей, что освободило мне несколько дней времени для обзора, ибо не нужно было просить кого-либо предоставить корабль на обзор. Я смог очень детально его изучить, без ограничений по времени. Моя благодарность всем, кто поддержал канал. Приятного просмотра. Итак, внешний вид корабля, как и полагается от компании Drake, примитивный и топорный. Часто можно услышать, что пилоты называют каттер летающий кирпич. По сути, так оно и есть, и не только по внешнему виду, но и по полетным показателям. Вся серия представляет собой модульные корабли как внутри, так и снаружи. Они имеют гибкую настройку в зависимости от потребностей клиента и могут быть модернизированы по-разному. Важно тут отметить, что когда речь идет о модульности, это не всегда означает, что модули существуют на данный момент или они есть в продаже. Я постараюсь в дальнейшем пояснять этот момент. В данном случае так заложено в его концепцию. Но данная модульность, судя по всему, будет реализована, если и будет, то значительно позже простой модульности, где есть специальные отсеки, такие как в Вангварде или Ретоляторе. Тут имеется в виду, что внутри можно, условно говоря, модуль душа поставить куда-то в другое место в корабле, а перегородки отодвинуть дальше, тем самым расширить ту или иную зону. То есть модульность в более детальном ее проявлении. Размеры каттера — это 20 метров в длину, 13 вместе с мотогондолами двигателей в ширину и в 6 в высоту. Как и всегда, пример из гражданской авиации Ан-2, он же кукурузник, и футбольное поле. В ширину он чуть меньше, чем ворота. Вообще передней частью каттер мне напоминает поезд типа SR-3 или какой-нибудь американский CSX SD-70. Собирается вся серия так же просто и топорно, как и многие другие корабли от этой компании. То есть собрана из множества различных листов, которые в свою очередь закреплены на каркасе, скорее всего титановом. Видны повсюду толстенные неаккуратные сварные швы. Сборщики каттер даже не стали заморачиваться и полировать швы болгаркой, мол, и так сойдет. Состав корпуса также неизвестен, но уверен, там ничего особенного, как и во всех кораблях от Drake. Это явно типичный титан и какие-нибудь другие не очень сложные сплавы. Сразу под носом кабины видно осветительное оборудование в виде встроенных курсовых фар и большого носового прожектора, который, по заявлениям разработчиков, может управляться пилотом. При необходимости этот прожектор может закрываться в случае, если корабль проходит небольшое астероидное поле. Нечто похожее есть и в реальности. Такие прожектора ставят владельцы внедорожников. Вот буквально я сфотографировал у себя во дворе. Чуть ниже носового прожектора находится закрытый узел до заправки корабля во время полета. Внизу под носом у корабля находится курсовое вооружение в виде двух лазерных репитеров первого размера от Klaus & Werner серии CF-117 модели Bulldog, которые установлены на гимбальных подвесах. Вместо гимбала можно поставить второй размер вооружения, что я настоятельно рекомендую сделать. Слева и справа от кабины на корпусе находятся два из 12 маневровых двигателя первого размера, выдающие мощность в 0,8 меганьютона усилия каждый и расходующие до 12,5 литров на меганьютон. Просто невозможно прожорливые двигатели стоят, как правило, на кораблях компании Drake. Эти не исключение. Для примера, значительно выше классом и размером корабль Sea-1 Spirit имеет на борту двигатели, выдающие 2 меганьютона усилия, а расходуют они всего 3,5 литра на меганьютон. Как говорится, почувствуйте разницу. Если сравнивать с одноклассниками, то у того же Nomad от Consolidated Outland маневровые движки выдают 1,573 меганьютона усилия и расходуют соизмеримое количество топлива, равное 3,125 литра на меганьютон. Вообще корабли от Drake — это на самом деле очень сомнительная экономия. Что выйдет дороже? Вопрос чистых расходов. Купить корабль от Drake и все время эксплуатации провести под капотом, подкручивая гайки, тратя кучу денег на топливо, или приобрести чуть дороже, но от других компаний корабль. Как и в жизни. Аналогии, думаю, вы проведете сами. Просто это что?
Под брюхом в передней части находятся ниши под крепление ракет. По дефолту корабль несет на себе 4 ракеты первого размера от Firestorm Kinetics модели SPAR, наводящиеся по поперечному сечению, имеющую урон в 1076 единиц и сплэш 1,88 метра. Двигатели реверса представляют собой две группы разной плотности потока. Двигатели высокой плотности фиксированные и находятся на корпусе. Они выдают до 0,698 меганьютонов усилия, а двигатели малой плотности потока выдают по 0,546 меганьютонов усилия каждый. Вся ретро-система останавливает катер от крейсерской скорости за 5,586 секунд, а от максимальной за 36,366 секунд. По маршевой системе. На базовом каттере всего установлено 4 двигателя по 2 на каждую сторону. Один комплект движков высокой плотности потока имеет мощность в 1,98 меганьютонов усилия каждый, а второй комплект движков малой плотности потока выдают на 2000 меганьютонов меньше, 1,96 меганьютонов при том же расходе топлива, 12,5 литров на меганьютон. Разгон от нуля до крейсерской скорости, которая составляет 160 метров в секунду, занимает 6,327 секунд, а до максимальной в 1050 метров в секунду 41,524 секунды. Мотогондолы второй группы установлены на поворотных лафетах и выполняют по совместительству функцию двигателей VTOL. Эта же группа движков оборудована так называемыми венами. Аббревиатура VEN расшифровывается как Vectoring Exhaust Nozzles, что переводится как векторные трубчатые сопла. Иными словами, это двигатели с направляемым вектором тяги. В скором времени после реструктуризации полетной механики и ее усложнения данные элементы конструкции двигателей должны начать выполнять эту функцию. Двигатели высокой плотности такими венами не оборудованы. Это простые, прямоточные, очень неэкономичные движки. Кормовая часть судна представляет собой большую аппарель, служащую входом и выходом из корабля. Она ведет в небольшой грузовой отсек, а непосредственно на самой аппарели видны многофункциональные крепления под различные нужды. На крыше этой части корабля находится компрессор откачки газов. Его задача лежит в рамках системы пожаротушения, и предназначен он для отвода продуктов горения в случае пожара в жилом отсеке на корабле. Также слева и справа видны гнезда под эко-ловушки, а также можно наблюдать задние складные крылья каттера. Что касается различных мелочей на внешней обшивке корабля, то вот некоторые очевидные, хоть и не подтвержденные версии. Спереди над кабиной видны два выступающих элемента. Если сравнивать их с простой авиацией на Земле, то это, скорее всего, анимометрические датчики. Эти устройства используются для измерения параметров атмосферного воздуха во время полета. Также по всему кораблю можно наблюдать различные варные уши и всевозможные шаклы. Шаклы — это простые элементы крепления для упрощения зацепки и дальнейшей окантовки объектов. Каттер состоит, как уже упоминалось ранее, из множества секций, и производитель решил не париться и не отрезать эти петли, шаклы и уши от обшивки. Лучше владельцы будут переплачивать за расход топлива из-за высокого веса корабля. Кстати, каттер очень тяжелый для таких двигателей, почти 87 тонн. Еще один момент, который надо отметить, это предполагаемые подвижные маневровые двигатели на рельсовом лафете, которые расположены в корме под судном. Можно увидеть пространство для их передвижения и нечто похожее на рельсовую систему. Обзор у каттера неплохой, не сказать, что он очень хороший, но в рамках габаритов корабля вполне себе комфортно. Всего для пилота доступно 3 многофункциональных монитора, где только 2 из них находятся в прямой видимости, и радар 2D типа по центру, виден наполовину. Стандартная панель индикации предупреждений находится сверху, над панелью радара. Сама кабина представляет собой, как всегда, причудливое сложное устройство посадки пилота. Дрейк без этого не может, видимо. Вокруг пилота видна различная неюзабельная периферия и какие-то закрытые контейнеры, непонятно для чего предназначенные, но имеющие внутри текстуры и пустую область. Может быть, холодильники для выпивки, было бы уместно. Позади находится дверь в соседний жилой отсек. Справа есть 2 ниши под авионику, физический элемент, который уже установлен, и пустая ниша под систему жизнеобеспечения. Слева находится стойка под оружие. В жилом отсеке все очень просто и аскетично, типично для компании Drake. Максимум функционала и минимум изыска. Есть небольшая зона хранения для различных вещей, шкаф местного инвентаря, кровать и многофункциональный санузел, который является отдельным модулем. Готовить пищу негде, поэтому спать пилоту придется на голодный желудок.
Следующий отсек представляет собой грузовой трюм с сетчатыми боковыми нишами под различные нужды, сейчас они не юзабельны, закрепленные на стенке 4 трака и ниши под компоненты. Всего в грузовой отсек влезает 4 ССУ груза. Кроме того, сюда спокойно входит наземная техника типа модели МУ от той же Drake. По компонентам. На катере установлен один гражданский щит первого размера класса B от Seal Corporation модели HEX. Такой щит способен поглотить до 1650 хп. Надув щита занимает 4 секунды при 413 хп в секунду. Одна гражданская установка первого размера класса C от Sakura Sun модели Light Bluesome. Она вырабатывает 1998 единиц энергии в секунду. Один гражданский кулер первого размера класса D от Lightning Power Ltd модели Blast Chill, способный отвести до 190 условных единиц тепла в секунду. И гоночный квантовый двигатель первого размера класса B от Ace Astrogation модели Foxfire. Такой движок способен разогнать корабль до 104 280 км в секунду при расходе топлива 5,88 литра на миллион километров. При объеме квантового бака катера в 1960 литров на таком движке можно пролететь до 333 с лишним миллионов километров. Долетели от Земли до Солнца и обратно еще останется. Если в рамках системы Stanton, то это туда и обратно 5 раз от Microtech до Аркорпа. Одна из приятных особенностей данных стартовых кораблей, о которой я упоминал в самом начале видео, это наличие ниши под Jump Drive. Это означает, что данные корабли смогут спокойно передвигаться между системами, что не может не радовать. Помимо всего прочего, мы можем тут наблюдать батарею от Eamon Endrisi, данных которой еще нет, а также военный радар от Group Novea Paradigm модели Kauter, а также пустые ниши под гравитационное ядро и реле. Рядом с аппарелью слева и справа находятся рычаги отключения гидравлики для ручного открытия этой аппарели. Данный элемент не реализован. Self-destruct корабля занимает 30 секунд и радиус поражения 50 метров. Переходим к другим модификациям данной серии, на мой взгляд, не менее интересных. Чуть позднее был выпущен корабль категории разведчик. Он отличается от базового тем, что на нем установлено дополнительное оборудование в виде мощного радара на крыше, управление которым осуществляется через отдельную панель внутри корабля, где находится трюм. Из-за этой особенности грузовой отсек у модели Scout меньше и составляет всего 1 ССУ. Известно, что серьезное оборудование в лице радаров и компьютеров, которые идут к ним, очень требовательны к компонентам. Из-за этого на Скауте установлены более мощная энергоустановка и кулер второго размера, а не первого, как у других моделей этой серии. Из-за этого Скаут тяжелее, двух остальных ровно на 6 тонн. Кроме всего прочего, на него по дефолту поставили всего 2 ракеты, но на размер больше, чем у остальных. Из малозначительных изменений Скаут также чуть быстрее разгоняется и тормозит. Там десятичные доли секунд, в общем, сравнительная информация на экране, если это кому-то важно. Тем не менее, с визуальной точки зрения, у Скаута дорогое заднее оперение в виде сплошного продольного спойлера и другая система сопловой системы. Несмотря на то, что двигатели на всех 3 кораблях отличаются между собой визуально, по показателям они идентичны. Судя по всему, это временная затычка, и в дальнейшем все будет индивидуально. По заверениям разработчиков, в одном из комментариев сказано было, что движки у модели Scout чуть экономичнее. Вот кто бы мог подумать, Drake экономичные движки. Во всем остальном модель Scout точно такая же, как и базовая версия. И третий представитель серии модель Rambler. Это стартовый исследователь. Все, что его отличает от стартового каттера, это внешний вид и компоновка внутри. Жилой отсек у этой модели расширен, и у пилота появилась возможность сидеть на табуретке и готовить себе пищу прямо в корабле. По всем показателям они полностью идентичны. Полетные характеристики такие же, компоненты такие же, вес такой же, все одинаково, кроме пары мелочей. Это на 5 ДПС больше, чем у стартового каттера, хотя выражение у них одинаковое. С чем это связано, я не знаю. А также стоимость и скорость выкупа по страховке. У базового каттера время ожидания возврата корабля по страховке без выкупа составляет 3 минуты и 22 секунды, а с выкупом 1 минуту и 7 секунд за сумму в 2280 альфа-уеков. В то время как у Рамблера стандартное время ожидания возврата по страховке составляет 1 минуту и 15 секунд, а ускоренное 0 секунд. И цена за это составляет всего 480 альфа-уеков. Мелочь, а приятно. Кроме того, на Рамблер установлено дополнительное оборудование на крыше для сепарации газовой
среды и выработки топлива. Там есть и визуальные дополнительные баки топлива. Спереди над кабиной вместо датчиков стоит операционное сопло. Тут же можно заметить и дополнительное курсовое освещение в виде двух прожекторов. Примечательно, что по заверениям разработчиков у Rambler баки более емкие, чем у остальных. По факту же, глядя на его данные, это не так. Во всяком случае, на момент выхода видео. Объемы топливных баков у всех трех кораблей одинаковые, и это немного странно. Что можно сказать по итогу от данной серии? На мой взгляд, базовая версия каттера – это один из лучших кораблей для старта на сегодня. Он имеет оптимальные характеристики и может покрыть все необходимые нужды для начала игры и в целом очень удобен для работы. Выполнить несложные задачи по АБХ, потаскать груз или коробки – все это каттер делает вполне комфортно. Все остальные версии данного корабля будут иметь место на существование лишь позже, при введении необходимых механик. На сегодня они не имеют никакой ценности и не стоят того, чтобы их покупать за реальную валюту. А вот к базовой версии я настоятельно рекомендую присмотреться. Если вы только планируете влиться в общество, получив звездное гражданство, этот корабль вместе со стартовым пакетом будет идеальным выбором для вас. Он не сложен в управлении, не такой резвый и ёркий, как Мустанг, а значит впилиться на старте во что-нибудь с непривычки будет чуть сложнее. На момент повествования данный корабль в паке с игрой стоит $60, то есть на $15 дороже стартового Мустанга и Аврорки. Но эти $15 точно стоят того, хотя вопрос выбора стоит на грани философии, ибо впереди по ценовой цепочке идут не менее привлекательные корабли. Вообще, прямых конкурентов у каттера не очень много на самом деле. Из всех кораблей второго размера тягаться с ним наравне может разве что Nomad и Avenger. 300-ю серию от компании Origin я не беру в расчет, так как туда точно не влезет ни одна наземная техника. Кроме того, они не входят в стартовые пакеты. А вот Nomad вмещает даже Grey Cat Rock в своем кузове. Но есть одно но. Стартовый пакет с каттером стоит $60, в то время как с Avenger $75 при относительно одинаковом пространстве в грузовом отсеке. А Nomad так и вовсе $95 за стартовый пакет. И тут надо подключать философский склад ума. Если рассматривать стартовые корабли Mustang и Aurora, то доплатив к ним $15 получите каттер. А если еще 15, это уже Avenger. А Avenger на порядок сильнее вооружен и в некотором смысле вместительней по трюму. Вместо 4 ССУ на каттере у него 8. А если еще чутка доплатить, то можно приобрести Nomad. А это уже серьезный стартовый корабль, которым игроки пользуются даже приобретая более крупные суда в дальнейшей перспективе. В общем, рассуждать и думать. Обзор корабля от Aegis Avenger и всей серии у меня есть на канале, смотрите по подсказке сверху или по ссылке. Обзор на Nomad ожидается в ближайшее время. Не часто я рекомендую что-то приобретать за реал, но тут стоит вопрос покупки-не покупки самой игры. И если уж брать Star Citizen, то в идеале с этим кораблем, ибо он золотая середина между Номадом и базовыми двумя. Предлагать вам его опробовать в нашей корпорации я не буду, ибо если вы в игре, то либо он у вас уже есть, либо нафиг он вам не нужен, так как приобрели что-то более весомое. Но вот просто присоединиться к нам я точно настаиваю. QR-код на экране, а ссылку на Discord вы найдете в описании. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Это был обзор серии кораблей каттер от компании Drake. Всем пока.